Всем привет, меня зовут Всеволод, и сегодня мы с вами будем заполнять наше новоспеченное подземелье. И первым элементом в нашем подземелье станут двери. Да, я знаю, что я обещал колонны. Простите меня за это. Просто видео всех элементов подземелья оказалось очень длинным, поэтому я разбил его на две части. Но в конце этого видео вы увидите небольшой тизер как подарочек. А теперь переходим к крафту. Нам потребуется картон потоньше и зубочистки. Из толстого картона вырезаем основание для дверей. Далее вырезаем все необходимые детали, такие как рама двери, сама дверь и прочее. Ссылки под видео вы сможете скачать лекало. Больше всего в тайлах я ценю универсальность, поэтому я решил сделать не обычные двери, а те, которые будет возможно применять в разных условиях. Для этого я бы хотел, чтобы они открывались, а также саму дверь можно было заменить на другие элементы. Далее берем клей ПВА и клеим тайлы на основание. При помощи горячего клея соединяем дверные рамы и промежуточные балки. Далее мы должны сделать ручку к двери, чтобы ее было удобно открывать и закрывать. Для нас, больших людей. Крышку необходимо немного укрепить, чтобы дверь не болталась и плотно сидела в раме. Далее приклеиваем дверь. Я сделал ее из более тонкого картона, чтобы она точно не застряла и иметь возможность ее украсить. Проверяем, что у нас получилось. Вроде подошло. Как я уже сказал, основной целью этих дверей будет возможность их изменения. В примере этого видео я сделаю обычные двери и решетку. Для решетки нам потребуются зубочистки. Я взял небольшое основание из картона, вставил в него зубочистки как каркас и тоже зафиксировал с другой стороны картоном. Далее, используя клей ПВА, я выложил зубочистки, создавая решетку. И еще немного клея. Надеюсь, будет держаться. Далее нарезаем на полоски тонкий картон, чтобы скрыть все недочеты. Ну и банально просто украсить. При помощи тонкого картона и горячего клея укрепляем основание для наших дверей. Я уже делал это в своем первом видео для тайлов, только использовал для этого деревянные плашки. Это более дешевый и простой вариант. Он поможет нам скрыть недочеты в виде разреза картона, который будет виден на столе, а также поможет укрепить наши тайлы. То же самое я делаю со всеми разрезами картона на дверной раме. Сперва я хотел прикрепить вот такие вот чутки из тонкого картона, считая, что так будет красивее и удобней. Но, как показала практика, они не прошли краш-тест. После того, как мы закончили, важно обрезать излишки. Вот что у нас получилось. Пока что все идет по плану. Здесь есть небольшой люфт и просвет, но ничего страшного. Я исправлю это, когда буду украшать двери тонким картоном. Для украшения двери тонким картоном, придавая им прочность и узор, я решил использовать клей ПВА, боясь, что горячий клей сделает дверь слишком толстой, чтобы пролезть в раму. Но сейчас мне кажется это несущественным. В моем представлении это будут железные плашки, которые будут укреплять наши двери. Я зафиксировал их биндерами и оставил сохнуть. И еще немного клея. Также я понял, что забыл по внутренней части двери. Здесь я решил попробовать клей ПВА. Вам не советую. Слишком долго ждать. После того, как я полностью украсил дверные рамы, я приклеил их к основанию. Здесь, конечно, я даю предпочтение клею ПВА из-за прочности соединения. Готово. Вроде держится. Теперь наша дверь готова. Она ходит спокойно и пробелов нет. Теперь обрабатываем нашу решетку.
Откусываем лишнее. Вроде бы подходит. При помощи клея ПВА я клею решетку к крышке. Я решил использовать вспомогательную картонку для лучшей фиксации. В идею также входило то, что зубочистки проткнут картон и соединение будет прочнее. Подошло. Ура! Победа! И еще немного клея ПВА для укрепления. Я забыл убрать лишнее из внутренней части дверной рамы. Так делать не надо. Впрочем, это подтверждение того, что все всегда можно исправить. Так что не отчаивайтесь, если что-то не получается. Так, теперь перейдем к украшению двери. Я подровняю низ. Далее я хочу украсить ее теми самыми железными пластинами, о которых я говорил. Спереди и сзади. Также фиксирую это все биндерами. Немного спустя я решил, что украсил двери недостаточно, так что я приготовил тонкий картон еще и для внешней рамы. Не забываем и про ручки для дверей. Одолели. Теперь, когда все готово, грунтуем наши двери. Ничего хитрого, просто черный акрил. Много черного акрила. Как настоящие художники смешиваем серый цвет и, используя технику сухой кисти, красим наши двери. Если вы не знакомы с техникой сухой кисти, я подробно рассказал о ней в предыдущем видео. Далее я беру серебряную краску и слегка прокрашиваю решетку. Затем я беру медь и прокрашиваю все металлические части. Здесь будьте осторожны и старайтесь не вылазить. Далее, для того, чтобы придать металлу жизни, я беру золото и использую его для сухой кисти по металлу. Это придаст металлу прекрасного блеска и жизни. Теперь мы поговорим о еще одной важной базовой технике для покраски – проливка. Как вы понимаете, для проливки подаются специальные краски. Но мы же с вами диванные творцы, поэтому делаем ее по гоблинским рецептам с мусорника. Я просто смешиваю цвет и разбавляю его водой. В моем случае черный и синий. Очень рекомендую это сочетание для холодного камня. Это придает ему прекрасный оттенок. Чтобы на капельку улучшить этот рецепт, вы можете добавить в смесь капельку моющего или white спирита. Говорят, это очень сильно помогает. Я использую это позже, проверю и скажу вам. Принцип использования проливки очень прост, хоть она дастся вам не так легко, как сухая кисть. Вы набираете кистью много разведенной краски и наносите ее преимущественно на места соединений. Смысл в том, что жидкая краска затекает в соединение и остается там, таким образом придавая естественную тень. Тень, паттину, ржавчину и все остальное. А также прекрасно разбавляет вашу цветовую гамму. Мне понравилось, как она сработала, поэтому я прошелся по металлу. Важно собрать кистью излишки, чтобы не собирались огромные капли. Тогда она может подпортить внешний вид. Теперь остались маленькие детальки. Так как это металлические пластины, они должны быть чем-то прикреплены. Я решил проставить болты. Все, это победа. Также, удобства ради, с одной стороны двери и крышки я нарисовал руны, чтобы знать, где у двери и крышки одна сторона. В итоге все получилось. Вы можете сделать любую крышку любой дверью. Это может быть портал, решетка или двери, или какой-нибудь магический барьер. Неважно.
Все ограничено только вашей фантазией. Большое спасибо за просмотр этого видео. Если оно тебе понравилось, обязательно напиши комментарий с своими впечатлениями и мнением. Для меня это важно. В следующем видео точно будут колонны. Дверь закрывается. Давай скорей бежи, Мишаня. Варварский подкат. О, какой-то кошмар. Ты как, косолапый? Наконец-то каменная рожа позади. Давай вперед. Священный мухомор, да сколько можно? Эй, мужик, спасите меня! Да ну нахер! Я для тебя на родине барана зарежу, дружище!